Нихао, гайс, с вами Игорь Вест. Кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайся. Ссылка внизу. А сегодня, как обещал, мы проходим Resident Evil 2 ремейк. Only Knife. То есть только с ножом, без всяких гранат и прочей вот этой вот атрибутики, которая способствует прохождению прям быстро. Прям хардкорище, чисто нож. Ну и хил. Нож и хил. Сразу скажу, я уже 4 дня бьюсь. Эй, чувак, ты в порядке? Думаю, нет. 4 дня долблю уже этот нафиг Resident Evil. Всю стратегию я выработал еще в первый день. Как проходить, что. Я добежал до конца. Как убивать боссов. Все это уже было у меня отработано, как бы. Идея была. Но... Оказывается, исполнить это все, это, блин, верх сложности. Прям, я бы сказал, просто нереально жутко сложно. Меня постоянно убивали, то... В основном на боссах меня убивал G3, либо какой-то рандомный плющ в лаборатории, либо этот долбанный взрослый G. Это просто такая жесть, я не знаю. Плюс на канале не было давно видосов, за что я прошу прощения, потому что я ленивая жопа и вообще я заболел ветрянкой, пару дней у меня просто выпало нахер, вон на роже даже можете посмотреть, у меня до сих пор остались какие-то хрени от этой всей байды. Но это не та причина, по которой я не записывал видео, я все равно пытался пройти с этим ножом, но это оказалось прям задачей повышенной сложности. Опачки, ёб твою налево, ты дурак что ли? Отпусти меня! Псих ненормальный. Обычно в таких случаях я рестартовал, но он меня не сожрал, поэтому, думаю, есть смысл бежать дальше. Так интереснее даже будет. Это вообще, в принципе, довольно странно, что мне удалось от него отковыряться, потому что на харде, на стандарте это еще возможно. А на харде вот такой финт ушами вообще практически никогда не проходит. И это очень странно. Всем, кому нравится видео, не забывайте ставить лайки, это обязательно нужно для продвижения этого канала. Так как алгоритмы YouTube оставляют желать лучшего и рекомендации практически нет, все как-то на поиск ориентировано. Поэтому ваши отклики и фидбэки приветствуются. Это помогает. Спасибо. Также накладывай кушать. Проходить будем, ну, не менее часа, я уверен, если обычный спидран. Так, китайский. Ох ты, ёб твою налево. Сука. Ладно. Дубль 2. Дубль 2. Бывает и такое дерьмо. Потому что это сложно. Это сложно, я вам хочу сказать. Накладывай покушать, присаживайся поудобнее. Играть будем, как я сказал, час с чем-то, наверное. Обычное прохождение занимало у нас час 0,1. За Клэр даже я за 59 как-то умудрился пробежать. Ну, это поскольку только с ножом, здесь все будет гораздо дольше. Я думаю, час 10, наверное. Что-то в этом духе. Попытка номер 2. Блин, ну, конечно, не ждал я такого подвоха. Ну, блин, это сразу было понятно. Зомби схватил еще на подходе к полицейскому участку. Единственное, не погрыз. Это уже накладывает отпечаток на дальнейшее развитие поведения этих самых зомбарей. Да ты ж, блядь, твою налево. Да что ж ты, блядь, будешь делать-то? Что за хрень-то такая? Отлично. Ладно. Дубль 3. Итак, уже 4 дня. 4 дня долбежки. Ну, блин, самое сложное... Давайте.
Самое сложное это, наверное, все-таки полицейский участок и G3. Полицейский участок и G3 это нереально сложно. Так что... И многое зависит от рандома. Особенно пляски в библиотеке. Это там бывает такая дичь просто происходит, нереальная. Я как понял, как получилось выработать более-менее, там самое главное не будить зомбарей. И зависит от ходячей тетки. Ну, сейчас все покажу, сейчас все будет. Вот. От ее положения, где она заспавнится и прочие байды. Вот. Потому что у меня было там, что там такой момент был, что туда пришел тиран. За мной бегает эти... Раз, два, три. 3 зомби, да? Один жрет, один сидит и тетка ходит. Да, 3 зомбаря и тиран. И все они не дают тебе подвинуть эти долбаные шкафы. Блин. Жестко. Это жестко. Но бывает и хороший Resident Evil. Когда они не агрятся и, ну, получается, тетка хорошо спавнится, дает тебе подвинуть первый шкаф, ну, все в этом духе. Так что будем надеяться, что этот сетап сейчас будет удачным. Потому что бывают и неудачные сетапы, например, с рандомными зомбарями. Если кто думает, что он может вот так вот взять просто, взять и не обосраться, пробежать Resident Evil 2 с ножом, а он глубоко ошибается, это очень сложно. Потому что фактор рандома, он критичен здесь. Даже вот это элементарное место, где меня китаёза схватил. Блядский рот. А, бля. Будь здоров, не кашляй. Все хорошо. Всем спасибо. Ох, Леон. О, боже. Открой. А не открою. Я как-то постоял специально, поэкспериментировал возле этой двери. Думаю, как долго он будет долбиться. Оказывается, долго он может там долбиться. Хотя было бы прикольно такой, знаете, он сам приоткрывает эту решетку. Так, китаёза, да, наркоман, ага. Хер тебе, лох. В этот раз не пройдет. Вот, было бы прикольно, если бы этот половинчик там, пока его не располовинило, открыл эту решетку там. Ну и все в этом духе. Ну, что-нибудь, какое-нибудь такое разнообразие. Так, что нам сейчас нужно? У нас же чисто нож. Only knife. Поэтому оставляем only knife. Бежим. Бежим с ножом. Принципиально важно собирать хил. Это, блин, просто нереально. Если как Хома, да, проходил, вот он прошел очень грамотно, без дэмэджа. Это определенно заслуга. Это очень сложно пройти, не получив пиздюлей ни от кого. Но хрень в чем, что он использовал грены. Грены. А они помогают тебе проходить в труднодоступных местах. С ножом же такой хрени не происходит. И есть места, где приходится потеть, подумать. Так, вот этого типочка. Самое главное, не подходить к нему слишком близко. Где-то на середине лестницы остановиться и начинать по ногам чекрыжить. Удары снизу вверх на зомби работают на лестнице. Удары сверху вниз не работают. Запомните. Лайфхак. Потому что... Берем досточки. Это важно. У нас же нож. У нас нет флешек. Поэтому приходится идти на всякие такие хитрости. Марвин!
Пес ты собачий. Нашел время. Плюс вот это, у вас нет пистолета, получается сбрасывать анимацию. Вот, видите, что я сейчас делаю, да? Я пробежал, тетка хорошо заспавнилась, она в этой части комнаты. И дает мне подвинуть шкаф. Плюс я не разбудил грызущего зомбаря и вот этого толстячка, который там лежит, сидит. Это важно, потому что пока они заняты своими делами, у вас все хорошо. Но если они начнут блуждать по этой долбанной библиотеке, когда вы в нее вернетесь в следующий раз, или в последующий раз, у вас будут проблемы. Сброс анимации, вот этой вот, что с прицелом обычно я делаю, с ножом работает. Да, Эллиот был прав, чувак. Он был прав. Но проход еще закрыт. Вот, в общем, этот нож работает не так, как к прицелу пистолета. Он иногда, эта анимация, срабатывает в некоторых местах карты. Не знаю, от чего это зависит. Заколачиваем это злополучное окно. Это важно. Ну, кто смотрел мои спидраны, прошлый, последний спидран Зелена, да, Зелена. Вот. Я там тоже заколачивал это окно, потому что оно пипец какое коварное. Так, сбрасываем хил, освобождаем инвентарь. Бегаем мы со стандартным инвентарем, ну, в смысле, со слотами стандартными. 8 дали, с этими 8 и до конца игры и побежим. Ну, стволов у нас нет, как бы. Нам все, что нужно, это таскать с собой нож, какой-нибудь ключ и хил. Все. Нам большой инвентарь не нужен, в принципе. Самое важное — хил и нож. Есть. Так, здесь сейчас досточку забираем. Марвин, выбрасываем нахер этот ключ. Вот. Самое главное — это подготовить к концу игры, к лаборатории, чтобы у вас в сундуке лежал нож. Хотя бы один. Это важно. Потому что если... Так, нету здесь зомби. Это хорошо. Потому что бывает, он тоже исполняет тут пляски, финтифляски. И жизнь вам может попортить. Вот. И к чему этот нож? Без 2 ножей, один вы подберете в лаборатории. Без 2 ножей вы не пройдете последних 2 плющей, которые ведут к последнему тирану. Вот. Вам нужно будет втыкать в них ножи и пробегать. 3-го не дано. У нас нет стволов. Чикать их ножом не получается. Они очень агрессивные. Это харда. Они сразу вас хватают. На стандарте есть окно, когда вы можете успеть чикнуть ножом, попасть по... Так, тип, иди в лес. Так, вот в этого зомбаря я обычно втыкаю нож. Ну, смотрите, блядь, фартануло. Смотрите, как фартануло-то жестко! Мы сэкономили нож, и он нас даже не сожрал. Обычно есть 2 сетапа прохождения. Так, выбрасываем нахер это все. Это пройти через нож. Забираем досточку. Нужно 2 досточки. Так, и хил тоже забираем. Это важно. Нужно 2 досточки. Есть 2 сетапа. Так, вот этот жирнич. Иди сюда, блядь. Вот так вот. Вот. 2 сетапа прохождения труднодоступных мест. Если один враг там. Если там один враг. Вы либо размениваете хпшку и роняете зомбаря, либо втыкаете нож и пробегаете. Все. Только так. Вот. Так, ну смотрите, у нас все зелененькое. Прям по красоте. Это первый раз у меня такая. Такие удачные варианты. Так, забираем, комбинируем. Потом сделаем супер-мега скрутку. Батареечка. Вот пошла. И все. Так, вот здесь с ликером. Видите, из-за того, что
положение нестандартное. Мне пришлось бегать за аптечкой, взять траву. Если бежать за флешкой и за батарейкой, сначала за флешкой и за батарейкой, вы можете просто на спидах выбежать отсюда и пробежать мимо этого ликера. Все будет хорошо. Но если вы пробегаете дальше, берете аптечку, берете эту самую траву, то ликер уже находится в другом положении, и вы не можете пробежать. Так, чекаем тетку. Она бывает стоит на лестнице. Нет, она не стоит сейчас на лестнице. Это хорошо. Это просто замечательно. Потому что... Судя по всему, мне выпал просто охеренный сетап расположения зомбарей, потому что это очень круто. И тетка нас не подводит. И лишних зомби нет. Просто шикарный сетап, наверное, лучше и быть не могло. И время у нас очень хорошее. Потому что, как вы видите, сотый забег, блять, уже. Сотый. 4 дня, 100 забегов. И самое, что печальное... Сукин ты пес лизучий. Вот. Самое, что печальное, что вы добегаете до какой-нибудь канализации и... Блин. У меня были случаи, что я забывал забрать фигурку короля. Этот штекер. Я такой прибегаю, вставляю его в дверь, а у меня нет его. Думаю, ну пиздец, блядь. Бывает, что у нас схватит этот G взрослый. Блин, ну столько... Плющ! Долбаные плющи рандомят в лаборатории. И все вот такие факторы. И ты такой добегаешь до этой лаборатории, думаешь, бля, ну сейчас все пройдешь, все по красоте, думаешь, ну такой красавчик будешь. Там такое говно происходит. Так, съедим сразу. Съедим сразу. Сейчас нас ждет Уэлленберген. 2 ножа. Почему-то у меня... Забыл выложить. Один нужно выложить. Это наш стратежный нож на лабораторию. Оставляем. Да и вообще, нож позволяет вам где-то не разменять хпшку, а пробежать. Потому что есть узкие проходы, где вас караулят зомби, и там кроме как размена нет вариантов вообще, в принципе. Поэтому прохождение only knife и без дэмэджа, вот хоть что мне говорите, вот хоть так. FPS, приди ко мне, FPS. О да, давай. Вот, прохождение only knife без гранат. Чикаем до талого. Вот пока не схватит. Просто тупо. На 2 ножах он великолепно проходится. Без дэмэджа даже. Ух ты. 32%. Я больше, чем нужно даже ударов ему нанес. Вот так вот. Вставляем в нем нож. И дорезаем уже нашим бесконечным ножом. А, у меня не бесконечно сейчас работает. Я понял. Ладно. Неважно. В общем. Ну, вы поняли, да, как его проходить? Просто тупо один нож в нем оставляем, после того, как вас хватает, и дальше дорубаем. Что-то я потерял мысль, что-то я до этого хотел сказать. Ну да ладно, хрен с ним, потом придет. Так, FPS, вернись. Ты нам больше не нужен. Мы хотим красивую картинку. В общем, я к чему? Что вот хоть что мне говорите, only knife без дэмэджа пройти невозможно. Кто хочет поспорить, пожалуйста, попробуйте пройти. Можете написать в комментариях обязательно ваше мнение по этому поводу. Может, вы видели уже где-то, может, кто-то проходил. Может, я такой... Не мы такие. Жизнь такая. В общем, пишите обязательно свои комментарии, ваше мнение. Но мое мнение, что пройти невозможно. Выбрасываем этот нож. Теперь у нас есть заначка, есть там какие-то хилы. Так, хилы мы потом разменяем на более, точнее, поменяем более качественные хилы на некачественные. Некачественные нужно использовать пораньше, а качественные оставлять более на боссов. Потому что это логично. Потому что боссы, они как бы сложнее, чем
Просто пробежать где-то. Топает где-то сзади у нас Ада Вонг. Я так и не понял, как она открыла решетку без электричества, когда у нас нет здесь блоков никаких. Так, забираем, вставляем ручку сразу в первый слот. Кто смотрел фишки мои? Трюки, фишки. Фишки НСа, блядь. Нет. Кто смотрел мои фишки, трюки, тот знает, зачем это делается. Если не смотрел, смотри. Чикаем этого зомбаря обязательно, чтобы исключить фактор рандома, когда мы будем здесь пробегать в следующий раз. Он пробудится и начнет ползать. И вероятность, что он тяпнет вас за ногу, я бы сказал, 75%. Поэтому такие вещи нужно сразу исключать. Да, время, да. Но это лучше, чем подохнуть. Так, есть. Есть у нас уже хорошенькая скруточка. Псины лают. Блин, я пытался с ножа просто тупо их там в клетках зачикать. Не работает это. Не работает. Забираем отсюда красную траву. Опять же, время. Можно без нее. Я первые забеги делал без нее. И, ну, в принципе, довольно удачно тоже. Я доходил в лаборатории. Но там много других каких-то факторов. Поэтому берем. Делаем все максимально сейфово, комфортно. И чтобы не сильно это как бы на времени отражалось. Да, допустим, в другое крыло за зеленой аптечкой этого подвала я не пойду, потому что это будет очень долго. А, ну, в принципе, забежать в морг это нормально. Так. Ну, давайте. Давайте, собаки. Грызите меня полностью. Как по меме, блядь. Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал. Хуй тебе, блядь. Это была шутка, кто не понял. Так. Углы 90 градусов. Открываем двери. С помощью них, кстати, можно открывать двери. Все те же фишки. Трюки. Хрюки, трюки. Так. Собака за нами не побежала. Она бывает там сразу бежит. И это... Это просто замечательно. Блядский вот. Ой, как меня заебали эти наушники, если честно. Они все время выпадают из уха. Мне нужны какие-то такие, знаете, с большими вот этими резиновыми вставками, чтобы не выпадали. Чтобы вот как засунул, так, чтобы плотничком там все сидело. Так, пожалуй, слишком много для нас этих хороших аптечек. Нам достаточно будет, вот, наверное, спрея и сичка одного. В общем, зачем нам доски? Затем, чтобы закрыть вот это окно и вот это окно, так как из них полезут зомби. И это очень сложное место, очень. Вот как пройти здесь, не получив демеджа? Вот скажите мне, как? Я много чего попробовал. Ни хрена. Единственный вариант, здесь даже нож разменивать смысла нет. Здесь только хпшку. Потому что, когда вы размениваете хпшку, зомбарь падает. Он падает, блядь, на землю. И вы можете его зарезать. Здесь самое главное не бегать, а пешочком двигаться. Так, сначала траву сожрем, потому что он нас сейчас цапнет. Бывает, конечно, сетапы, что он нас не цапает. Сейчас очень дерьмовый. Сейчас очень дерьмовый. Бывает, что он падает, и они оба там лежат, и вы можете их зачикать. А сейчас очень дерьмо. Сейчас очень дерьмо. Нужно как-то сделать так, чтобы они оба лежали. Есть. Есть, лежат. Ну-ка. А ну лежать. Лежать, твари. Работает ОМОН, суки. В общем, нужно сделать так, чтобы вот этот вот белый зомбарь, он упал. Упал. И желательно на вот этого зомби. Чтобы они оба лежали. Вы поняли, в общем, меня, да?
Вот этого чинарика нужно тоже. Блин, мы на денджере. Нужно тоже исключить фактор рандома, когда вы будете бежать здесь в следующий раз, чтобы такой херни не произошло. Так, готов. О, бу-бу-бу-бу. На денджере мы это плохо, но по пути будут у нас аптечки. Видите, нож. На этой лестнице можно использовать нож. Есть у нас аптечка, косячок, косячок. Сожрем, наверное. Я не помню, я забрал отсюда? Да, забрал. Забрал. Ладно. Так, крутим ручку. Так, вот этот нож, что у нас остался, он стратежный. Выбрасываем ручку. С помощью него можно там, конечно, еще сделать. Это в подвале. Когда вы уже вставите все детальки и активируете, откроются все решетки в тюрьме. Так, забираем эту траву. Позже из нее сделаем супер-пупер-мега офигенную. В общем, когда откроются все решетки, у вас будет тоже два сетапа. Либо разменять хпшку, но это такое себе. Либо через нож пробежать. Через нож быстрее и эффективнее, чем разменивать хпшку. И да, как, допустим, пройти подвал, не получив дэмэджа? Через нож. Через нож. Можно. Так, вот эти двое. Они супер рандомны. Ну вот этот трюк нет. Вот этот у меня всегда получается, то, что я сейчас их оббежал. А вот на выходе из этой комнаты это... Сосать! Сосать! На выходе с этой комнаты это очень рандомно. Так, сожрем это все, потому что смысла нет тащить эту траву. Потому что сейчас мы возьмем красную. И все, собственно. Больше травы у нас не будет. Мы никуда ничего не заюзаем, не заиспользуем. Поэтому сделали супер-пупер. Ключ переложим. На самом деле важно, именно когда вы подбираете предмет, сразу класть его. Ага, ага. Удачи. Сразу класть его в первый слот. Опять же, фишки, трюки. Посмотри. Ну вот. Именно когда подбираете. Вот это перекладывание с открыванием инвентаря, это не есть хорошо на самом деле, потому что это занимает время. Так. Смертельный номер. Слон под куполом цирка. Идем пешком. У меня, знаете, что здесь было? Что вот здесь, блядь, вот здесь, вот прям вот в этом самом месте пришел зомби. Не из этого окна, потому что оно заколочено, а вон оттуда, издалека, пришел долбанный зомбарь. Настолько зарандомило, я аж, блин, выпал. Ни разу он не приходил. Опа, идет. Сука. Плохо. И Ликер, кажется, не ушел, да? Ну давай. Да, Ликер там сидит. Ху-ху, блядь. Кто здесь батя? Даже пизды от Ликера не получили. Ну это вообще круто. Так, куда он идет? За мной? Нет? Нет. Вот это тоже, блин, отличный сетап. Лучший. Вот видите, мы сейчас этого будем, этот жрет. Все они еще заняты. У нас есть время подвинуть шкафы. И может быть даже не получить люлей от них. А ну. Тетка, я уже рассказывал, она сделала это еще раз. Она зашла между шкафами. У меня был случай, когда тетка просто дура, блядь, ебанутая. Она зашла между шкафами, и я не смог их подвинуть. Мне пришлось бегать по всей библиотеке. И это было не один раз. Но у нас все очень круто. Очень круто.
Такого у меня еще не было, чтобы вот так вот все гладко заходило. Потому что... Ну, это настолько рандомная хрень. 4 дня! 4 долбаных дня! И ночи. И ночи, блядь. Как это все происходило? Я начинаю забег. Меня грызут где-нибудь в канализации, либо лаборатории, либо убивает какой-нибудь босс. Я такой... Пошел, покурил, поел. И заново сажусь. Происходит та же хрень. Опять пошел, покурил, поел и заново сажусь. И так 4 дня. У меня, знаете, уже, если честно, терпелка заканчивается. Я понимаю, что это возможно. Так, слушаем, слушаем. Ушел. Нет. Ага, сука, лох. Вот, я понимаю, что это возможно, но, блин, у меня уже реально начало перегорать. Я уже хотел, блядь, плюнуть нахрен и не записывать такой вариант прохождения Only Knife без грена, а взять и пробежать с гренами просто на изичах. С гренами на изичах. С травой, конечно же. Не получив пизды, это отдельная история. No damage это сложно. Но тоже требует значительной подготовки. Но вот с травой и с гренами... Так, там стоит тип. На изичах можно пробежать. Я уже думал плюнуть и пройти так, и выкатить вам такой контент. Но пока не перегорело, и... Вот видите, там зомбарь долбится. Здесь и здесь тот старенький. Когда мы заколотили эти окна, они не могут выйти. Мы можем спокойненько пробежать. Так что пока не перегорело, я все еще теплю надежду, что я пройду Only Knife без грен. Прочей херни. Да ну нахер! Вот как тут пройти без дэмэджа? Скажите, вот эта собака. Вот как? Ага. Соси Бибу. Шавка подзаборная. Так, этого типа мы уже отчикали. Как здесь пробежать без дэмэджа? Вот когда у вас вот эта псина просто из ниоткуда выпрыгивает и хватает вас за жопу. Ой, ладно. Ладно. У нас, слава богу, нет такой херни. Мы с травой проходим, с хилом. Так. 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 Я не заучил эту шляпу. Да, комбинацию эту. Я примерно знаю, как она исполняется, но вот прямо чтобы четко ход в ход. За это, кстати, дают ачивки, кто не знал. Если за определенное количество ходов вы собираете этот пазл, вам дают ачивку. То есть не за определенное количество, за минималку. Вот этот сложный момент. Здесь можно пробежать на хиле. Точнее, пройти, разменяв хил. Оп. Сосать. А можно нож? Профитнее всего нож. Мы бежим, и вот в эту первого выходящего зомби, это может быть тетка, а может быть вон тот тип, закидываем в нее нож и пробегаем. Это нереально экономит время. Потому что если вы будете разменивать хил, они на вас на пол повалят. Вы пока встанете, то все, 5-10. Ну, вы поняли, это дольше. Плюс вы хил потеряли. А так вы уже коцанный нож, который вам, в принципе, не особо уже и нужен. Используйте. Привет. Чики в деле? Эй, я тоже так хочу. Пусти. Пусти меня. Сука. Так, съедим нахер, чтобы бежать быстрее. Леон — это не Клер. Леон на кейшене бежит в разы медленнее. Move speed в состоянии Fine и Кейшен разный. А вот у Клэр она на кейшене бежит даже быстрее, чем в Файне. Такая вот несправедливая штука. Road out. Давай быстрее, теть. Давай быстрее. У нас здесь важное дело. Нужно пройти.
с ножом. Столько одним лишь ножом. Твоя помощь здесь понадобится. Давай, 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 давай. Ничего не собираем, сразу бежим. Нам это не нужно. Здравствуйте, мальчики и девочки. Открывай калитку. Да, я слышал об этой корпорации. Мы уже, знаете ли, фанаты серии Resident Evil, поэтому точно слышали. Оп, ножик работает. Не знаю, визуально мне кажется, что это ускоряет. Мне кажется, да, это должно ускорять. Потому что... Должно, ладно. Windows завис. А как им удалось построить такой большой комплекс под землей? Нас тоже интересует этот вопрос. Как вообще можно построить комплекс под землей, не разворотив город? А? Это ж надо вырыть котлован огромный. Проходы там пробурить. Вот это место для фуникулера, который ездит в канализации. Как это вообще возможно? Как? Это же, мне кажется, это возможно только при проектировке города. Чтобы при уже построенном городе соорудить такую хрень. И чтобы это еще было как бы беспалево, и чтобы люди не обращали внимания. Ну, это абсурд. Пишите ваше мнение. Согласны ли вы с моим, или у вас есть свое? Так, крокодайл Гена. Вы не хотите ли пойти нахер? А теперь загадка, пока я бегу. Можете поставить на паузу и написать коммент. Как я пройду это место, не имея пистолета? А вот так. Чит! Чит! Скажет, читер! Читер! Сказал, будет без грен проходить! Фу! Нет. Одну грену я все-таки использую. Но вы же понимаете, что это сюжетная грена. Она лежит в этом месте специально для того, чтобы я взорвал трубу. У меня нет пистолета. Разработчики, они далеко не дураки. Они специально положили эту грену. Специально. На случай, если вы дошли до этого места, просрали весь свой боезапас, у вас нет ни хренулечки. Вот просто. Ну, может же такое же быть. Вы просто добегаете туда, и у вас нет ничего. Вполне может быть. И разработчики не дураки, они положили туда грену. Положили. Специально. Для того, чтобы я взял и взорвал эту трубу. Привет. Ой. А тебе не страшно со мной в лифте ехать? Я бы на твоем месте опасался. Сучка, залечивает, 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 блин, молодому, тупому, неопытному Леону. Она уже издалека, отсюда, потихонечку такая, закидывает ему удочки, что там наш враг, у нас есть как бы враг, сначала как бы у нас есть как бы враг, потом конкретизирует чуть попозже, что это за враг, а потом вообще скажет, блин, иди сам разберись с этим врагом. Манипуляции, сука, вот эти бабские манипуляции. Знакомо? Думаю, знакомо каждому. Ну, если ты, конечно, не совсем довнич и... Не, есть люди, которые просто ведутся и думают, что это так должно быть. Нет, не в моем случае. Я, допустим, эти фишки вижу. Да и любой, мне кажется, нормальный, здравомыслящий человек со стороны, да, вот наблюдая такую картину, должен это осознавать. Так, заду у нас что? Что у нас заду? Заду у нас есть один момент. Два. Которые являются критичными. И да, я здесь порол. Не один раз. Раза 3 меня вот здесь пороли.
Жестко, блядь, пороли. Вот этот зомби упавший. Первый, кто меня порол. Здесь главное, чтобы он не исполнил лягушку. Он любит. Он когда встает, вы такие мимо него пробегаете, и он такой лягушку исполняет и хватает вас. Второй, кто меня порол, это вот этот тип. Вот этот. По сути, от него можно замансить, но есть еще третий тип, который вас не прочь отодрать. Это вот этот. Вот этот. Если вы собираетесь мансить от жирного, есть большая вероятность того, что вас отмудохает потом вот этот подкарауливающий вас зомбарь. Поэтому быстрее разменять хпшку на жирнича и пробежать, пока вон тот подстерегатель из-за угла вас не настиг. Потому что были прецеденты, были. Лажал я и здесь. Так, на Денджере, конечно, за аду бежать не очень, но на лестницах спасает прицел. Так как после его использования она как бы головой такая вот эти вот трюки исполняет и как бы инерционно вас проносит чуть дальше, поэтому нет сильной потери в скорости. Так, браслетик. Ах ты сучка. Браво. Сожжешь меня заживо? Тебе никогда не получить G. Я не единственная, кто его ищет. И ты прекрасно об этом знаешь. Значит, умрешь одна, сучка. Хуй там плавал. Хуй там плавал. Знали, бегали, проходили. Так. И сюда. Так, что-то я затупил, надо было идти, когда уже последний... Ну, последнюю вот эту хреновину обезвреживал, надо было уже двигаться, я что-то затупил. Ладно. Да-да, блядь, обязательно вернемся к 1 октября 1998 года. Сейчас, машину времени только откопаем и вернемся. Так, есть. Отличненько. У нас наступает, так сказать, блять, кульминационный, блять, момент. Это лаборатория. Так, что нам нужно? Так, ключ выбросить. Хил 1, пожалуй, возьмем. Его придется разменивать. Хил возьмем. Там будет место, где нужно разменивать. Вот. Фу, блядь, лаборатория. Канализация тоже полна сюрпризов. Она у меня вообще как бы отработана. Я этих джишек как бы отработал. Но оно далеко не всегда хорошо все получается, поэтому бывают и свои изъяны. Вот здесь тоже, блядь, бычье такое место. Опа, зарандомило хорошо. Смотри, спиной стоит, можно пробежать. А бывает, что он прямо возле лестницы там стоит и не получается. Так, теперь этого надо агрить, либо... Бля. Ого. Короче, два варианта есть. Либо сделать вот так, как я, но это на тоненького. А лучшим вариантом было бы сагрить его и потащить за собой. Ну, в смысле... Я уже исполнял это в полицейском участке, если вы не видели, смотрите сначала. Вы как бы его агрите и бежите назад, он два рывка делает за вами, и после этого вы можете мимо него пробежать. Больше 2 рывков они не делают. Так, вот это я отрабатывал. Но сагрить его так, чтобы он вас не схватил, это, конечно... Блядский рот! Я твою маму топтал! Точнее, папу твоего, Уильяма Биркина. Сука, блядь. Пес ебливый.
Ладно, отрабатывал, да, видимо, не совсем. Ну, видели, да? Он не агрился, блядь. Он ни хрена не агрился. И когда он сагрился, я умудрился в текстуру влепиться. Не повезло, не фартануло. Пацан к успеху шел. Вот. Но вообще я проходил там довольно много раз и успешно. Хрень полная. Ладно, бывает. Бывает, дерьмо случается. Да, блять, кто ж там пишет все время? Надеюсь, вам не слышно моего бзыканья телефона, бряканья. Забыл я звук вырубить. Так, ставим этот нож. Хотя я не уверен. Да. Да, этот нож нам нахуй не особо не нужен. Мы его разменяем. Мы его разменяем в коридоре. В том злополучном коридоре. Раньше я разменивал там хпшку. Но спустя вот на 100-й забег у меня возникла идея разменять нож, а не хпшку. Хотя со щитом, наверное, может быть, было бы логичнее хпшку разменять. Вот это место. Здесь обычно с грены все проходилось на харде. Но у нас нет грен, мы не можем использовать. Блядский рот, я хотел нож разменять. Так, жирнич, пошел ты нахер, блин, дурак. Ладно. Хотел разменять нож, разменял хпшку. Делаем так вот. Следим за здоровьем. Нужно зачикать его, чтобы он не встал. Есть. И тебя тоже. Самое главное стоять возле борта. Потому что если вы подойдете ближе туда, либо под каким-то другим углом, за ногу тяпнут, мама не горюй, блять, оття... Когда ты успел сдохнуть? Сука, успел сдохнуть уже? Ладно. Схватит за ногу, мама не горюй. Пить дать схватит. Так, и этого. Этого тоже режем. Чтобы, блядь, он встанет, я его знаю. Он потом встанет. Начнет делать грязь. Нахрена это вам нужно? Так, ладно, бежим дальше. Не получилось разменять нож. Ну ладно, будет нож, куда-нибудь воткнем. С учетом, что один нож у нас уже лежит для лаборатории. По сути, нам нож не нужен. Этот. Так. Вот то, что мы в кейше не бежим, это плохо. Плохо. Так, жирнича тоже обрубаем, чтобы он не встал. Минимизируем рандомный случай, что он схватит вас, когда вы будете возвращаться. Поэтому, бля, там смотри, сука, что он делает. Это мне ебать как повезло, что он зашел туда. Так, ставим этот нож. На случай, если сейчас придется размениваться. Хотя на самом деле с большими G нет смысла нож разменивать. Только хп. Только хп. Есть. Повезло. Повезло, что не нужно было ничего доджить. Вот. Минимизировать нужно фактор рандома. В общем, этот зомбарь там, где я сейчас фигурку забирал, штекер, он мог стоять и не зайти туда, он мог стоять возле выключателя. Вполне. Он мог там стоять. И тогда бы все пошло совсем не по плану. И, быть может... Ну, в любом случае, у меня есть хил. Я бы, наверное, как-то там отковырялся. Но это было бы уже... не гуд. Не гуд, скажем так. Так, забираем траву. О, смертельный номер. Здесь тоже нужно его как-то сагрить на удар. Иди нахер, дурак. Давай, ударь. 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 Да не надо меня хватать, ударь. $660, да? Не должен убивать. Не должен. Сука, одна хпшка. Тварь. А, блядь.
Странно, что он меня не убил. Вообще странно, блядь. 900 отнимает обычно. Вот это вот. Так, вот здесь сбоку вот так отбегаем. Вот это поливание грязи на харде отнимает 900. У меня было 660 и осталось 1. Странно. Ладно, фартануло. Тоже хорошо. А с броней... А, броней я только что заюзал. Не было у меня брони. С броней отнимает поливание кислотой. Точнее, вот этой заразной жижей. Отнимает 450. А без брони отнимает 900. Почему у меня остался 1 хп с 660 здоровья, мне не ясно. Может быть, это рандомный тоже дэмэдж? Не знаю. Так, фигурки надо проверить, чтобы все 3 было. Я как-то короля забыл. Забыл, блядь, ебаного короля, нахуй прибежал, а мне там хуй к носу, говорят. Я попробовал вернуться за ним. Нет. Уже не смог. Там уже расположение было этих G очень печальное, и все было очень печально. Но сейчас я вроде все взял. Табличка появилась, вернуться нужно, штекеры повставлять. Поэтому бежим. Так, ты здесь, это хорошо. Расчехляться будешь? Будешь расчехляться? Давай, 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 расчехляй. А, ты удар. А ты... Иди нахуй, блядь. Обычно этот первый, он должен расчехлиться и начать спамить своих маленьких пиздюков. Он решил дать мне пизды. Ладно. Не вышло у него ничего. Так. Трюк из фишек. Трюк из фишек, блядь. Ладно, вы поняли, о чем я. Так, ну вроде бы у нас довольно все неплохо. Мы прошли злополучное место. Босс вот этот, который сейчас будет, он на самом деле... Я раньше такой думал, блядь, как же это сложно, уебать ему вагоном. Но с ножом, оказывается, пройти его оказалось, ну, я бы сказал, довольно просто. Ну, он у меня особых проблем не вызывал. Я уже столько раз его убил. И практически всегда с первого раза, с первого удара контейнером. Так, выбрасываем нахер. Так, этот нож нам не нужен. У нас теперь их вообще целых 2. Так, забираем хил. И супер траву мы подберем позже. Вот. Почему-то, вот кто смотрел мои спидраны до этого дня, вот, этот босс вызывал у меня много проблем всегда. А в прохождении с ножом он почему-то таких проблем не вызывает. Может быть, как бы уже опыт складывается, я не знаю. Ну, сейчас я вам покажу. Сейчас покажу, сейчас, блядь, покажет, как нужно. Ну, не, без дэмэджа, конечно, вряд ли я его пройду. Но он не сложный. В сравнении с тем же G3, не сложный. Ну, лично мое мнение, может быть, у вас будет сложнее. Как бы вам дастся сложнее, но... Выработал я такую тактику. Опять же, все складывается из Клэр, да? Половина стратегии я взял из того, как я проходил за Клэр, этого босса, на харде. Давай, Вась. Давай, Вась. Я в углу тут постою, покурю. Вот, так, FPS. FPS, дай мне силы. Лунная призма, дай мне силы. Или как там было-то? Sailor Moon. В общем, идею я взял из прохождения за Клэр на харде, где я вот в этом коридоре с Саном стрелял по его глазам с электропушки. Здесь та же самая идея, только нет электропушки, нет огнемета, нет ни хрена, кроме ножа. Так что смотрим и внимаем. Так, все, готовченко. Давай.
Давай, иди к папочке. Сейчас, блядь, узнаем, кто здесь дядя. Начинаем чекрыжить. Ага. Иди нахуй, блядь. Да. Вот помните, да? Смотрели же, да? Вот это самое. Вот это самое вот. Это оно. Вот так вот мы с ним поступаем. С этим подонком. Давай, иди сюда, иди. Самое главное, далеко не отбегать, а то он включит рейдж мод и начнет разбег. Так, давай, Вась, давай. Так, закружился, сразу отбегаем. Ага. Так, сейчас будет глубокий прыжок. Давай. Так. Молодец, хороший мальчик. Все по классике, как я учил. Режем. Ага. Так, иди сюда. Иди. Come on, my baby. Come on. Ага. 75. Отлично. Так. Интересно, хватит мне на 2 раза ему? Нет, наверное, не хватит. 66. Ладно. Ага, все, ладно. Не успеем больше. Так, жмякаем кнопульку, забираем нож. Переключаемся на этот нож. И здесь момент, вот нужно добежать до... Вот он будет падать на этот камень снизу, видите? Ориентир текстура. И нужно здесь начинать его бить. Ну и все, и дальше уклонение и танцы, мат. Пес вонючий, блядь. Да, блядь, иди. Помаши кому-нибудь другому. Так. Ах ты, скотина, 1 хпшка. Ладно. Уговорил. Опачка, а кто тут у нас сзади? А кто тут у нас? А, иди сюда. Готов нахуй, блядь. Домашний мальчик, домашний. Ну и все, блядь. Финито ля комедия. 43 уже, в принципе, достаточно. Так, нож. Нож оставим, мы его воткнем в лабораторию, он нам еще понадобится. Бай-бай! Сука, блядь, лох. Ну, как я и говорил, этот босс, он... На изи, блядь. Конечно, можно было не получать пизды, получше уклоняться. Можно. Пройти его без дэмэджа можно. Просто элементарно агрить его спину на боковой удар. Ну, вот этот вот со спины, когда он разворачивается и пытается зачерпнуть вас. Просто абузия вот этот удар, можно довести его до нужной кондиции. Да, almost. Almost мы уже тут, блядь, пришли. Almost, нахуй. Кстати, скоро, наверное, выйдет уже и озвучка русскоязычная. Хотя, может, уже и вышла, я что-то даже не в курсе, надо посмотреть, что там в Контакте делается. Я там подписался на этих разработчиков. Так, ну пусти, ну женщина, тебе-то зачем? Вот, может быть, они уже и выпустили. Я, кстати, скачал озвучку для 7-го резика. Я думал его даже заранить. Заново установил. Скачал озвучку русскую. И что-то хер забил, не знаю. Мне кажется... Да и он какой-то другой, знаете. Я вот давно в него не играл. Запустил, я там чуть-чуть побегал. Какой-то он другой. Совсем уж. Он классный, да, он также мне нравится. Там не работает много вот этих фишек, блин, с инвентарем, допустим, как здесь. Там все это не работает. И управление там совсем другое. Не знаю, в общем, я поиграл, я думал заранить его, но еще в сомнениях, буду ли я это делать. На харде. На харде, да. Кстати, его почему-то на харде никто не ранил, я даже посмотрел. Может быть, там есть какие-то косяки, что это невозможно. Поэтому никто не ранил. Может быть.
Не знаю. Кстати, ну, кто знает, напишите в комментах, если вы видели спидран 7-го резидента на харде. Напишите. Напишите, кто это сделал. Так, а ну. Нашел дурачка. Вот здесь тоже можно его, по идее, потащить за собой, заагрить и пройти. Но мне нож этот не нужен. Он мне не нужен. В принципе. Поэтому размениваем и бежим дальше. Вот. Напишите в комментах, кто видел это прохождение на харде. Точнее, не прохождение на харде, потому что пройти на харде может быть. Именно спидран. 7-го резика. Там был же нож, да, в 7-м резике? Да, нож был. И он вроде бы не заканчивался или заканчивался. Блин, забыл, я уже так давно это делал, давно я проходил его. Чисто с ножом, интересно, можно пройти? Тоже напишите, видели ли вы прохождение 7-го резика чисто с ножом. Only Knife. Я не гуглил даже что-то такие вещи, не знаю. Но то, что этого резика можно пройти Only Knife, я абсолютно уверен, потому что идеи у меня уже есть. Я раньше здесь, знаете, что делал? Вот тут висит плющ, я его скидывал и чикал. А потом этого чикал. Так. Это плохо. Ну да ладно. А потом этого. А потом я перестал, блядь, его скидывать, потому что рандома от него больше, когда вы его сбрасываете. Проще пусть он сам упадет. Так. Но этого плюща обязательно было зачикать. Потому что когда вы будете здесь выбегать, как я уже повторялся в своих прошлых спидранах, чтобы он не ходил, не бродил, а вставал. И пока он встает, вы можете мимо него пробежать. У вас будет время. А если он будет ходить, бродить, ну, вам нужен будет нож, либо что-то, чтобы в него кинуть. Ну, в моем случае только нож, потому что Only Knife. Only Knife. Так, траву забираем. Ставим этот нож, чтобы нас бесконечный на всякий случай не проебать. Плющи, они, знаете, такие. Они не прощают. Если схватил, будь готов распрощаться с чем-то. Либо с ножом, либо с жизнью. Поэтому в нашем случае лучше с ножом. Давай, баночка, работай. Сплиты, кстати, там в начале игры, они... Это сплиты от обычного прохождения, хардкорного. Но так как это Only Knife, в полицейском участке маршруты поменялись, поэтому там могут быть нестыковки по поводу там названия и предмета, который я подобрал. Это херня. Так, агрим его нахер, пусть пройдет сюда подальше. Забираем синюю траву, комбиним и спускаемся. Ага, знаем, плавали. Так, сейчас пока бесконечный поставим. Блин, вот здесь сейчас очень рандомно. Тоже все очень так печально с вот этими вот зомбарями. Вот эту тетю самое главное не задеть рядом лежащего зомбаря. Ну, убить эту тетю. Так, и вот это вот. Так, как же тебя лучше? Вот так, давай, наверное. Главное, чтобы он не разбудил. Вот лежачие зомбари — это хорошо. А вот сидячие зомбари — это плохо. Они встанут быстрее. Падай, ну упади, сука, упади. Блять. А еще знаете, в чем хрень? Блять, я в него нож проебал. Хрень в том, что на них только хпшку разменивать. Видите, от удара ножом он на землю не падает. Так, готов. Ладно, заберем свой нож. Траву. Что, съедим? Спрей? Давайте спрей съедим.
Да. Ладно. Надо было сразу хпшку разменивать. Даже не втыкать нож. Полет веры. Но не вышло. Вот здесь тоже зомбарь стоит. Я его бывало зачикивал. Там есть момент, где, ну, если вы там будете по ногам ему чикать, он, может быть, упадет. И у вас все удачно получится. Но я пришел к выводу, что проще пробежать. Вот этого зарезаем обязательно. Сейчас нож. Сейчас попробуем разменять этот нож на того зомбаря, что снизу. Если получится... Так, записки сумасшедшего. Лучше бы получилось. А для этого нам нужно, чтобы он был не на лестнице. Так, может заеведим? Нет? Блять. Надо было сразу в него просто бежать, нафиг, и разменивать нож. О боже. Ладно. Херня война. Че, сожрем или попозже? Нож. Вот здесь не работает нож. Сука. Ладно. Все равно там будут сейчас ликеры. Мало ли, что там сейчас будет происходить. Давайте. Ликеры, в принципе, не очень опасны, но все зависит от того, какой маршрут они выберут. Здесь вот фонарь главное не пнуть. Банку на полу валяющуюся не пнуть. Шуметь нам нельзя. Так. Есть. Так, и теперь давайте, надо, чтобы они пошли оба в эту сторону. Давай, давай. Блять, второй не идет. Охуеть. Ну-ка. Блять, я банку пнул, или это он пнул? Ну, вроде все хорошо. Блин, круто. Пока, чувачки. Купите очки себе, блядь. Хотя это такая физиология, даже помните, и в фильмах. Я только не замечал, чтобы это работало в прошлых частях, потому что, знаете, я когда проходил второго, первого резика и третьего, да и Веронику, ну все, я их все проходил, кроме пятой части, я ее так до конца не прошел. Вот. Я что-то не замечал, чтобы они были слепыми. Ну, я как бы рейдж-мод врубил и пошел крошить там, что там, какое оружие было, я всегда их убивал. А то, что можно пройти было по-тихому, ну, я такого не знал. А может быть, это добавили только в этой части? Или, может, я не обращал внимания, хер его знает. Так. Здесь нам нужен нож. Забираем этот нож. Больше же ничего не нужно? Нет, вроде бы ничего не нужно. Вообще, можно было бы и не брать этот нож, но знаете, зачем я его взял? Затем, что сейчас там будут плющи. Сейчас там будут плющи. И они могут лечь не так, как нам нужно. А так как здесь не только плющи, а еще и тиран. Безопасность не помешает. Техника безопасности, знаете, это вам не хухры-мухры. Сработало. Конечно. Так, вот здесь прям на входе сидит. Лежит, точнее. Однозначно придется в него уже что-то втыкать. Вот здесь прям двое сразу. Может быть, даже два раза. Может, как раз это хорошо, что я взял этот нож. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. На спидах пробежим. Самое главное здесь с полным здоровьем бежать. Потому что в кейшине вы можете не пробежать. Так, но здесь однозначно втыкать. Ладно. Хорошо. Да-да-да, второй нож нужно брать обязательно. Знаете почему? Потому что может зарандомить еще вот здесь. Вот этот тип встает. Вот для этого мы его чикали. А вон тот, что упал сверху, он может гулять. Но нам везет. Нам везет, он не гуляет. Круто. Круто, а чё? Остался у нас G3. Пожалуй, самый сложный босс в этой игре. Ну, сложный в том плане, что исполнение убийства его с ножом, оно довольно сложно. У него 3 формы
3 формы мутации. И в каждой он ведет себя по-разному. У него определенное поведение. Ну. И все это нужно заучивать, как бы. Конечно, когда у вас есть какое-нибудь оружие, вроде огнемета, либо электропушки, таких проблем нет. Но у нас только нож. Только нож. Only knife. Ёп, вашу мать. Так, что нам нужно? Один нож оставим, на случай, если он будет прыгать, чтобы он нам пизды не дал. Забираем аптечки. Одну надо оставить на последнего босса. Остальные все забираем нахуй. Все, что есть, все забираем. Все, блядь, забираем нахер. И это тоже. И сейчас там потом еще красную заберем. Да. Да. Не жоптесь на эту хрень. Не жоптесь. Босс сложный. Так. Сбираем наш вирус. Активируем тревогу. Да, back to Ada. Красную траву тоже заберем. Хотя, может, она и нахер не нужна. И знаете что? Я позволю себе читернуть и сохраниться. Хотел no save, но он так часто меня убивал, что я сделаю сейв. На всякий случай. На всякий. Так. FPS. Дай нам силы. Надели наш нож божественным уроном. Так, берем бесконечный. Может быть, хотя это ошибка. Если он будет прыгать и поймает вас, это будет ошибкой. Ну да ладно. Смертельный номер. Помолимся, блядь. Ага. Видите, здесь фишка с разворотным ударом. Собака. С разворотным ударом не очень работает, потому что этот босс научился прыгать. Так бы можно было, как с боссом с G2. Нихуя у тебя размах, дурак какой, а? Да, пари. Он, кстати, любит, когда нанесет вам дэмэдж, понтануться немножко и кричать. Это тоже можно использовать. Так. Вот видите, да, вместо того, чтобы сейчас лапой размахнуться и дать задний удар, он начал отпрыгивать. Это вот так вот, да? Вот если бы он это исполнял всегда вместо прыжков, это было бы вообще замечательно. Так. Да, красавчик. Давай, замахивайся. Ты делаешь то, что нужно. Это было уже не то, что нужно. Говна ты кусок несчастный. Так, а что ты заорал? Все? Вторая форма? Да, кажется, вторая форма. Или нет, или это еще первая. Забираем нахер. Спрей, блядь, под шумок, пока есть возможность. Так, ну-ка. А ну. Нет, это первая форма. Глаз еще вроде не красный. Ну-ка. Самая еще... А, вот вторая форма, все. Самая хрень в чем? Я смотрел, как проходил Хома за Клэр. И у него Блядь, твою налево. Да, понтанись, молодец, уебал бедного Леона. Иди в лес. Вот, и у него получалось за Клэр. Так, нам нужна аптечка. За Клэр. Дать ему по спине, по глазу, который у него на спине, когда он отрывает, ну, вот эту хрень, да? Вот так вот, да? С Леона у меня просто, я как бы не пытался чикнуть по глазу. Не получается это. Я не знаю, может, за Клэр это работает, но за Леона это не работает. Так, третья форма. Слушай, петушок, да ты сдох. У меня для тебя печальные новости, блядь. Ты труп. 0. Один удар остался. Иди сюда.
сука, сосать, блядь. Сосать нахуй, сосать, блядь. ФПС, вернись. Ты поработал на славу. Сука, бля. Жесть, нахуй. Зря сохранился. Хотя, блин. Ну я очканул. Да, блядь, очко, знаете, не железное. Яйки-то там, блядь, булки сжимаются, яйки в размерах уменьшаются. Вся херня. Я очканул. Можно было не сейвить. Блять, ладно, что поделать. Так, ну у нас остался последний босс. Тиран. Хила у нас. Хоть жопой жуй. Ща пройдем, я уверен. Я просто уверен. С таким количеством хила, мне кажется, даже инвалид пройдет. Самое главное в нем, не дать ему ультить. Потому что если вы дадите ему ультануть, вам нечем сбивать ульту. Нечем, абсолютно. У вас нет ни дробовика, ни флешки, ни гранаты. Это only knife, только нож. Поэтому здесь нельзя дать ему ультануть. А как это сделать? Как не дать ему ультануть? Кто знает? Я знаю. Так, вообще у нас здоровья, конечно, маловато, но да ладно. Ножи. Ножи забрали. 2 ножа у нас. Так. Браслет еще выбрал. Да у нас ножей, блядь, хоть жопой жуй. Что-то я, наверное, перебздел с ножами. Не, ну бывает, что вам приходится их где-то там откидывать. Здесь мы прям собрали очень жестко. Этих ножей у нас еще в сундуке. 2 штуки, которые нам не нужны. В общем, здесь нужно воткнуть вот в... Слушайте, а такой херни у меня не было. Может быть, даже можно... Так, выбран. Хорошо. И в этого тоже. Ну, такого развития событий у меня еще не было. Чтобы он тебя сразу не схватил. Так, траву забираем. Вот. Хила хоть жопой жуй. Должны пройти. Должны. Лох. Нет, Леон, это не шутка. Так, давайте закомбиним это все. 4 аптечки. Я думаю, с 4 аптечками даже инвалид пройдет. Самое главное не дать ультануть. Так, здесь... Так, слоты есть? Есть. Ладно. Идем. Исполнять танцы с бубнами. Режем, нахуй. Так, ну иди сюда. Ага, бля. Так, это плохо. Так. Иди сюда. Сука, не тот угол взял, надо было к руке ближе отходить. Ладно. Так, сначала с броней. Иди сюда. Блять, это зря. Надо было доджить. Так, ну-ка, хоровод будешь играть? Ну, так. Еще раз. Еще раз. А, не хочешь. Ясно, несчастный. Ладно. Еще раз, давай. Нет? Нет. Вот так вот, да? Не-не-не, иди покури. Как не дать ему ультануть? Вопрос. Теперь ответ. Нужно находиться рядом с ним. Всегда. Вот прям в таком вот партере буквально. Потому что если вы отбежите на достаточное расстояние, он захочет ультануть. Ого! Ага. Дурака нашел. На. И второй раз. На.
Красава! Красава. Когда вы находитесь с ним в близком расстоянии, у него нет повода для ульта. Но как только вы отбежите чуть подальше, он ультанет, и вам пизда. Бля. Я сейчас вижу, скажет, читер, опять читер. Сорян, я забыл. Это на автомате все произошло. Надо было просто... Ну вы же понимаете, у меня еще 2 аптечки. Я в любом случае пробежал. В любом. В крайнем случае, я даже нож там, блядь, этот ставил бесконечный нахер. Фу, бля. Круто. 4 дня, бля. 4 ебаных дня. 4 долбаных дня и ночи. Наконец-то я это сделал. О, бля, только не говори, что у тебя рука болит. Сука. У меня психика нервная пошатнулась, пока я играл в это все. Ты говоришь, у тебя рука болит. И не скули, не скули. Ты ж мужик или кто? Или ты тряпка подзаборная, сука. Ой, блядь. Ну, наконец-то мы это сделали. Если бы мне кто-нибудь сказал об этом, когда я проходил свой первый спидран на харде за Леона, я бы сказал, ты, блядь, ты долбоёб, что ли, блядь, как нахуй? Меня там-то пукан просто горел невыносимо. Если бы мне тогда сказали, пройди, блядь, Only Knife, я бы сказал, ну что, блядь, ебанулись нахуй. Какой Only Knife? Давайте посмотрим на наше время. У нас 1:12. 1:12. Это много, в принципе. Но по меркам резика, я думаю, немного. Леон Кеннеди, хардкор, 1:12:24. Одно сохранение, где я перебздел, насрал в штаны, сжал булки и ранг S+, да, с использования ножа позволяет вам получить ранг S+. Всем, кому понравилось видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Это был Игорь Вест. До новых встреч и пока-пока.